Приветствую, на связи Александр Поляк. Обычно, играя в GTA, мы, понятное дело, проходим сюжет, знакомимся с персонажами, узнаем всякие истории и порою даже натыкаемся на необычные события, в которых можем поучаствовать. Но из внимания упускается такая вещь, как глава государства. Для самой игры это особо и не нужно, но для изучения внутреннего мира вполне любопытно, кто же управляет Америкой на протяжении сюжета в GTA. И в этом видео я хочу ответить на данный вопрос. Маленькое отступление. Если вы так же, как и я, увлекаетесь историей, особенно разными заброшенными и утерянными местами, то приглашаю на канал Unknown Russia, где автор в полуразвлекательной манере показывает разные любопытные места, да и про машины он тоже не против поговорить. Что можно сказать? Коробка четырехступенчатый. Автомат. Автомат? Ладно, скажу, что полуавтомат. Видно, что человек любит свое дело и готов показывать зрителю что-то новое и оригинальное. В его роликах чувствуется своя определенная волна, на которую можете настроиться и вы, если заглянете на канал и ознакомитесь с его работами. Unknown Russia. Ссылка в описании. Сведений на эту тему в самих GTA немного, но если внимательно отнестись к внутриигровым источникам, а также к официальным сайтам, то кое-какую картину нам все же удастся составить и узнать как о настоящих президентах, о которых мы слышали в жизни, так и о вымышленных, относящихся только к миру игры. Упоминание о наиболее раннем президенте можно услышать в передаче «История Liberty City» на телеканале CNT в GTA 4. Yes, but soon meddlers like Alexander Hamilton and Thomas Jefferson came in to change the successful agrarian-based slave economy to one of excessive service fees for concert tickets and huge turnpike tolls. Как мы увидели, здесь упоминается Томас Джефферсон, который был третьим президентом Америки и занимал этот пост в начале 19 века. Можно предположить, что именно в его честь мог быть назван район в Лос-Сантосе из GTA Сан-Андреас и располагающаяся там же гостиница, где проходило одно из заданий. Но в любом случае, это глубоко историческая личность. А что же нам известно о современниках, о тех, кто стоит во главе страны прямо во время событий той или иной GTA? Начать стоит с Vice City Stories и Vice City, так как их сюжеты наиболее ранние во всей серии и проходят в 1980-х годах. В жизни с 81 по 89 годы президентом США был Рональд Рейган, и GTA полностью отражает эту историю. Обратимся на официальный сайт GTA 3, кстати, полный обзор этого сайта можете найти на моем канале. Так вот, если мы откроем сведения о Филе Кэссиди, то прочитаем о том, что этот персонаж участвовал в войне в Никарагуа при администрации Рейгана. Участие Фила в этой войне, конечно, само по себе спорно, но лучше обсудим это как-нибудь в другой раз. А сейчас нам важно наличие упоминания этих событий, ведь при президенте Рейгане США действительно поддерживали одну из сторон гражданской войны в Никарагуа, которая шла с 81 по 90 годы, что как раз выпадает на время событий Vice City Stories и Vice City. Есть также и пара мелочей, которые не имеют существенного значения, но помогут подкрепить мысль о существовании Рональда Рейгана в качестве президента в GTA. Во-первых, это знаменитое изображение, которое можно найти за стеной в магазине оружия в Vice City на втором острове, где красуется сам Рейган, а также Горбачев. А во-вторых, изображение этого президента находится на официальном сайте GTA Vice City. Далее мы можем узнать, кто является президентом страны во время событий GTA 3, и поможет нам в этом одна из статей издания Liberty 3 от 1 февраля 2000 года, которую можно найти на одном из скрытых сайтов Rockstar. Статья называется «Вопросы, которые могут возникнуть в Liberty City». В ней говорится о том, что новоизбранный президент Джордж Буш, отправляясь в большую поездку, сделает свою первую остановку в Liberty City. Местные правозащитники собираются доложить новой главе государства о тех бедах, которые стремительно набирают обороты в городе, и таким образом мы можем понять, что президент не просто существует в игре, а еще и подразумевается его конкретное участие в жизни города. Что касается настоящего Джорджа Буша, то в жизни он был президентом США с 2001 по 2009 годы. Напомню, что события GTA 3 как раз разворачиваются в 2001, а сам выход игры состоялся осенью того же года. Это, пожалуй, единственная часть GTA, где по сюжету президентом является тот же человек, что и был главой страны прямо во время
выхода игры в продажу. И я более чем уверен, что стадион имени Буша, располагающийся на острове Стаунтон, назван либо в честь этого президента, либо в честь его отца Джорджа Буша-старшего, который занимал пост главы государства с 89 по 93 годы. Тут, кстати, можно предположить, что Буш-старший и подразумевается как президент страны во время событий GTA San Andreas, проходивших в 1992. Но, увы, прямых упоминаний об этом я не замечал. Двигаясь по сюжетному миру GTA дальше, мы из 3D-вселенной переходим в HD, а именно в GTA 4 в 2008 год. И что любопытно отметить, в этой новой вселенной разработчики отказались от упоминания современных президентов и создали совершенно новую личность под названием Джо Лоутон. В четверке, если зайти в сеть, можно найти страницу о соревновании по игре в покер, и там есть небольшая статья, в которой говорится о новом законе, принятом Джо Лоутоном. По этому закону люди не могут осуществлять платежи на сайты с азартными играми, и потому любители покера больше не могут играть в него по сети. Соответственно, они очень недовольны действиями президента. А вот в одной из новостных статей в эпизодах Liberty City, напротив, Лоутона восхваляют за некое выполненное обещание, по которому экономический спад в США должен прекратиться, и страна продолжит развиваться. Но это, конечно же, больше на словах. По этому изображению, кстати, можно предположить, как выглядит президент. Но быть уверенным здесь нельзя, возможно, это просто предприниматели, финансисты или политики, о которых сказано в статье. Также по радио в эпизодах четверки можно услышать некоторые подробности о Лоутоне. Они из разряда теорий заговора, но все же. The people who pull the strings are the people you know. Not President Lawton, but the guy who tells him what to say. Joe Lawton, by the way, went to the same grad program at the University of San Fierro that the man who invented the credit default swap system went to. Now, our economy is in the shitter and they're all rich. Not complex, not difficult, just join the dots. They were in the same fraternity in college. That fraternity liked to get pledges to exhume the bodies of famous people. Who did Joe Lawton, your president, exhume? His own father, of course, Senator Lawton. Nepotism, money, and covert connections to power. Неоднократное упоминание этого президента происходит и в пятой части GTA, что, кстати, дает понять, что он остался на второй срок. И это, к слову, напоминает Барака Обаму, который был избран в 2009 почти как Лоутон и позже был переизбран снова. При этом отмечу, что по политическим взглядам они явно отличаются, поэтому нельзя утверждать, что Обама был прямым прообразом президента в GTA. О Джо Лоутоне можно услышать во втором задании от чудаков и незнакомцев из гражданского патруля. We're just stepping in where the government has failed. I'm a big supporter of President Lawton, but he's gone soft on the key issues. Everyone's so damn worried about the Hispanic vote these days. I voted for Lawton, you freak. Well, you say anything, won't you, freak? А зайдя в Life Invader и посетив страницу Дэвина Уэстона, можно наткнуться на запись, в которой он утверждает, что имеет связь с его женой и что сам президент обращался к нему по экономическому вопросу. После задания по угону вертолета с военной базы в Блиттере появится вот такая запись. А после того, как Майкл поучаствует в совершенно безумной погоне в аэропорту, чтобы вернуть фильм Соломона Ричардса, все в том же Блиттере можно будет найти вот такое сообщение. И очередное возмущение в сторону Джо Лоутона появится после налета на здание ФРБ. В общем, как можно заметить, при любом неблагоприятном событии все обвинения летят в этого президента. По итогу данного разбора получается примерно такая картина. Но если дождемся новой части GTA, может быть, нам удастся узнать и о новых лицах, занимающих президентское кресло в мире Grand Theft Auto. Кстати, любопытно, что Дональд Лав, которого мы встречали в GTA 3, Vice City и Liberty City Stories, был основан на известном американском предпринимателе Дональде Трампе, который уже после выхода всех названных частей GTA был президентом США с 2017 по 2021 год. Поэтому, учитывая то, что Лав упоминается в пятой GTA, можно выдвинуть предположение, что после второго срока Джо Лоутона где-то в том же 2017 президентом может быть как раз Дональд Лав. Но, понятное дело, это всего лишь мой вариант любительской теории. Буду рад вашим оценкам и отзывам к этому ролику. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. На связи был Александр Поляк. До встречи!